Долгожданное, любимое всеми лето подошло к концу. Его венец, август, выдавшийся в том году на редкость прохладным и дождливым, отсчитывал свои последние дни. Ранним утром в один из городских дворов заехала дорогая иномарка. Дворник, убирая опадающую раньше обычного, мокрую от ночного дождя листву, сразу обратил на нее внимание. Эта машина была ему незнакома, ни у кого из здешних жителей не было такого шикарного автомобиля. За тонированными стеклами салон не просматривался. Наверное, приехали к кому-то из жильцов, подумал Михалыч, но он ошибся. Машина, постояв с минуту, проехала дальше, к мусорным контейнерам, и остановилась. Пассажирская дверь приоткрылась, и на бетонную площадку полетела большая серая тряпка. Ну что за люди, даже в контейнер бросить не соизволят, убирай тут за ними, с досадой подумал дворник и поспешил туда, чтобы убрать неловко выброшенный мусор. Машина тем временем тронулась и проехала мимо ворчащего Михалыча на выезд. Дворник спешил зря. Серая тряпка оказалась живой и уползла за контейнеры. Заглянув в пространство между железной стенкой и баками, мужчина увидел большого серого кота. Он сидел, скорчившись от страха, и дрожал. Да что же это такое? Чем наш двор злым людям так приглянулся? То совсем маленького щенка кто-то подкинул, то двух котят. Хорошо, хоть их добрые люди забрали. Теперь взрослого кота выкинули. Кому такой громила нужен, точно бомжевать здесь будет. Ну выходи, не бойся. Кот даже не поднял головы, а спрятал ее под себя еще глубже. Выходи давай оттуда, а то скоро мусоровоз приедет, зашибут тебя контейнерами. Кот по-прежнему не реагировал, застыв, как статуя, в неудобной, но безопасной с его точки зрения позе страуса. Расстроенный Михалыч ушел. Работа у него ответственная, вся на виду. Нужно закончить уборку и идти в соседний двор. Ну, что за люди, ворчал пожилой мужчина. Так большой серый кот почти британской породы оказался в чужом дворе, в один момент лишившись крова над головой и всего того, что имеют домашние питомцы в отличие от уличных бродяг. Когда приехал мусоровоз, кот в панике выскочил из своего укрытия и бросился во двор. Не найдя другого убежища, бедняга, так внезапно ставший бездомным, забился в траву под большой скамьей и затаился там, погрузившись в свои горькие думы. В голове кота все перевернулось. Размышляя о произошедшем, он никак не мог понять, почему оказался здесь и что теперь делать. В глубине его души теплилась надежда за ним вернуться и заберут обратно. Уж лучше жить в том доме, чем здесь. Значит, нужно сидеть в этом дворе и ждать, а иначе они приедут и не найдут меня, решил растерянный кот. Галина Ивановна, выдав дочь Ольгу замуж, осталась одна в квартире на втором этаже обычной пятиэтажки. Оля жила с мужем в этом же городе и часто навещала ее. Они были не просто родными, матерью и дочерью, но и самыми большими друзьями. Между ними не было секретов, недомолвок и скрытых обид, как частенько бывает даже среди самых близких людей. Жильцы, заметившие вскоре чистого, спокойного кота, думали, что он хозяйский и просто выходит во двор погулять. Так думала и Галина Ивановна. Женщина буквально любовалась, глядя на крупного серого красавца. Когда вокруг никого не было, кот для лучшего обзора и в целях безопасности залезал на скамью, на которой с наступлением осени уже никто не сидел. Люди проходили мимо, спеша по своим делам, и мало кто обращал внимание на угрюмого обитателя скамьи. Там он и ночевал, потому что податься ему было совсем некуда. Отходить далеко в поисках убежища было и вовсе опасно, ведь в любое время за ним должны были вернуться хозяева, так думал кот. С едой дело обстояли и вовсе туго. Во дворе, благодаря добросовестному дворнику, ничего не валялось.
Поддерживать существование можно было только тем, что найдешь на мусорке, но тут у кота были серьезные конкуренты – вороны. Упитанные, уверенные в себе птицы с крепкими клювами прилетали стаей и всегда были здесь первыми. Роясь в мусоре, они не забывали зорко смотреть по сторонам. Попробуй сунься, и тогда не помогут ни зубы, ни когти, заклюют. Этих хитрых дружных птиц боялись даже собаки, изредка забредавшие к контейнерам, а уж слабевший с каждым днем кот и подавно. После нескольких недель бездомной жизни кот, имевший ранее приличный вид, так преобразился, что всем стало понятно, что он бездомный. Родители, опасаясь, что уличный кот болен или может исцарапать и покусать, строго-настрого запрещали детям подходить к нему. К неудовольствию противников, выступающих против присутствия бродячих животных в жилом дворе, некоторые жильцы потихоньку подкармливали голодающего кота. Среди них была и Галина Ивановна. Так кот и жил на дворовой скамье. Осень полностью вступила в свои права и принялась обильно поливать землю нудными затяжными дождями, постепенно окрашивая все вокруг в серый цвет. Настроение кота полностью соответствовало погоде. Он совсем упал духом, поняв, что за ним никто уже не вернется. Выслушав рассказ дворника, на выброшенного кота обратила внимание неравнодушная девушка Светлана. Она не раз находила ответственных хозяев четвероногим уличным беспризорникам. Обойдя жильцов, Света попыталась пристроить выброшенного под зиму кота, но тщетно. Люди по разным причинам боялись взять с улицы бродягу, выкинутого хозяевами по неизвестным причинам, и никакие уговоры не помогали. Посоветовавшись с близкими, не решилась на этот шаг и Галина Ивановна, опасаясь, что не справится со взрослым котом. Ей было искренне жаль скитальца, но решиться на такой ответственный поступок женщина не могла. Она и не подозревала, что по вечерам кот, переборов страхи, залезал на пожарную лестницу рядом с ее балконом и перебирался в прикрепленную к нему цветочницу. Оттуда он подолгу смотрел в кухонное окно, вдыхая вкусные запахи, улавливая исходящее домашнее тепло, которого лишился, и именно ему сейчас так его не хватало. Погрустив, кот возвращался на свою скамейку. Прошло 2 месяца бездомной жизни. По ночам стало холодно, и мокрый, отчаявшийся кот, смирившись со своей участью, так и сидел на скамейке. На ноябрьские праздники к Галине Ивановне приехали с ночевкой дочь с мужем Евгением. Она готовилась к их приезду и целый день хлопотала на кухне. Приготовила жаркое, салаты, напекла пирогов и накрыла стол. За угощением и разговорами просидели до позднего вечера. Опять дождь пошел, а под утро снег обещали. Галина Ивановна поставила чашку с чаем на стол, отодвинула занавеску и тихонечко ойкнула, прижав руки к груди. Прямо на нее смотрел испуганный серый кот. Секунда, и он, метнувшись назад, чуть было не свалился вниз с мокрого скользкого ограждения. «Что с тобой, мама? Чего ты так испугалась?» Оля, на балконе был кот, который всегда сидит на скамье. Он тоже испугался. А вдруг он упал? А как он туда попал? Они вышли на балкон и увидели кота, сгорбившегося на скамье. Он даже не смотрел в их сторону, а распушив мокрую шерсть, старался сохранить маленькие остатки тепла, полученного на балконе из открытой форточки. Я понял. Он по пожарной лестнице залез, определил Евгений, какой смелый. Надо будет его угостить. Постояв на влажном холодном воздухе, все замерзли и решили согреться, поставив на плиту чайник. Галина Ивановна, задумавшись, сидела за столом. Дочь налила всем чая. «Мама, я тебе кусочек торта положила, с розочкой, как ты любишь. Пей чай, пока горячий». Мать отдернула занавеску и со слезами на глазах смотрела в окно. «Нет, как хотите, а я так больше не могу». Она взяла кусочек жареного мяса и пошла в прихожую.
«Я сейчас приду», — решительно сказала Галина Ивановна, надевая старенький плащ. Кот не сопротивлялся в ее руках, а от волнения и удивления, граничащего с испугом, вновь превратился в серую тряпку с безвольно болтающимися лапами. Женщина, прижав к себе мокрого холодного бродягу, принесла его домой. Никто и никогда не спрашивал Галину Ивановну, почему она так поступила. Не спрашивали потому, что она единственная из многочисленных жильцов двора поступила правильно, по-человечески. Намерзшийся кот целую неделю спал под горячей батареей. Даже вкусная еда была для него не так важна, как это благодатное домашнее тепло. Новая хозяйка назвала кота Проней, а за его солидность и порядочность добавила еще и отчество Прокопьевич. Кот, вопреки опасениям, оказался настоящим интеллигентом и вел себя очень культурно. Если на свете есть идеальный кот, то это Проня Прокопьевич собственной персоной. Покладистый культурный кот стал полноправным членом семьи и всеобщим любимцем. Иногда хозяйка в шутку спрашивает своего кота: «Проня Прокопьевич, за какие же такие преступления вы были выброшены из дома и жили на скамейке?» Кот, скитавшийся несколько месяцев, молчит. Ему не дана человеческая речь, но если бы он ею и обладал, то вряд ли смог бы ответить, потому что и сам этого не знает. Проня живет в доме доброй заботливой Галины Ивановны почти 2 года. Он сыт, обласкан и доволен жизнью. Только до сих пор, услышав чью-то речь на повышенных тонах, не в силах перебороть страх из прошлой домашней жизни, большой сильный кот прижимается к полу и ползет прятаться. Все, кто знают большого серого кота, теряются в догадках. За что выкинули идеального кота Проню?